Селям алейкум. Алейкум селям. Как вас зовут и где вы родились? Меня зовут Усния Ситниметова Усния Умеровна. Я родился в Бахчисарае. В каком году вы родились? Я родился в 1937 году, август месяца. Как вам сообщили о выселении? Нам не сообщили, ничего мы не сообщили. В 1944 году, 18 мая, 5 часов утра, на без каких сообщений постучали в дверь. У нас оставалась дома мама и 5 детей. А взрослые, сестра моя, это 18-летний брат, 19-летний, еще один 16-летний, они уехали торговать пшеницу, какое-то село, в общем, в сторону Бахчисарая, село, наверное, почтовое. Ага, почтовое. Их не было. Наша мама испугалась, думала, что такое 5 часов утра, мы не поняли, все маленькие друг за дружками, 5 человек. Мама не помнила, о чем дело. Она побежала открывать, а мы спали. Ну, и спали почти на полу все. Тогда так было. А потом она испугалась, стала плакать сильно. Они стали, говорят, откройте дверь, вас высылают. Зачитывали ли вам какой-либо официальный документ? Никаких абсолютно, ничего не показали. Мама наша покойная от испуга схватила детей 5, ничего мы не брали. Дали буквально 15 минут. Они сказали, собирайтесь, что вам надо, а мама со испуга собрала только детей и прижала к груди и стала кричать, что брать. И они сказали, по возможности, что хотите, возьмите продукты. Едете вы дальний путь. И дальний путь, что можете брать только продукты детям. Применяли ли к вам или членам вашей семьи физическое насилие в момент или после объявления о выселении? Да, они выталкивали, закрыли дверь. Они через окошко маме передали детей. Мама только маленькую взяла, которую, зикишку у нас, вот это самое. Ему тогда было, годика 2 месяца, только сахай. А мама забрала ребенку, остальных детей передали через окно, даже не пускали к матери. Но силовой, я не скажу такое силовое, но потом они передали матери, нас вывезли в вокзал, Бахчисарайский вокзал, железную дорогу. А сколько людей было на вокзале? На вокзале уже почти было 500 000. Там ногой не ступить. Все крики, шумы, самый разгар 5 часов, что темно тогда было, май месяц, 18 я это помню. Крик, шум сильно, у всех свои, кто-то родственники куда-то ехали, дети повезти там бабушек или дедушек, они в других местах оказались. И, мы с детьми попались в вагон. Вагоны были, наверное, человек где-то 500-600. Вот там дышать нечем, наступать нечем. Это вагоны были от скота, которые там солома, навозы, вот в таких местах. А на железнодорожную станцию вас на чем везли или как вас туда доставили? Нет, на железном вокзале нас на тележке. А конвой сопровождал вас? Да, конвой сопровождал, сопровождение конвоем. А сколько времени вас продержали на станции? Наверное, 1,5 суток, пока собрались еще кто-то. Угу. Да, 1,5 суток были на вокзале. А как к вам относились? Относились, честно говоря, я помню, криком, шумом, с автоматом. Конвой, прям конвой с автоматом. Относились нечеловецкий образ жизни такой. Как выселение повлияло на состав вашей семьи? Сколько человек из вашей семьи выселили? У нашей семьи выселили 8 человек, но 3 попали на Урал, а 5 с Бахчисарайского
ну, это железнодорожного, который самым маленьким было годик 2 месяца. То есть ваша вся семья попала не в один вагон? Нет, нет, даже не в один день. А, Сперва выселили одну часть? Нас, Вас выселили. да, а отец со своими сестрами были, они, сейчас называется почтовый, я раньше не знаю, как их село назывался, сейчас почтовое, Бахчисарай. Они там были, они в другом месте были выселены. Помните ли вы случаи смерти во время сборов или вывоза на железнодорожную станцию? Да, были смерти даже. Вот которые мы ехали на поезде, пока мы доехали в Узбекистан, это, наверное, в течение 20 с лишним дней, но смерти были. Каждое утро открывают они вот это двери вагона вот этого и спрашивают, есть покойный, есть умершие. Но если они вытаскивали, ну, оставляли поле и бросали чего-то, я не знаю. Но похорон таких не было. Сколько людей было в вагоне? 60 человек у нас. Ага. 60. А в каких санитарных условиях вас Никаких санитарных условий у нас не было. Нас возили в вагоне, где скотина. Вот после скотины там была и солома, и навозы, полный вагон. Вот в таком состоянии везли нас. Чем вас кормили? Давали ли вам воду? Воду спрашивали, давали. Воды нужно ведрами. Или там ведрами оставляли воду. Да. А кормить я не помню, как же такого в нашем вагоне не было. Как часто останавливался поезд и что вы делали во время Часто стоянки? остановился на вокзале. Люди бежали со своим котелком где-то воду кипятить или где-то чего-то. Но у нас этого не было. У нас мама, ну, вот она была молодая, 32 года. У нас малышка, она только прижимала нас к груди и больше ничего. Мы не вставали. Она говорила, ничего не просите, нас ведут на расстрел. Я это помню. Без конца мама плакала. Она сказала, я потеряла детей, мужа. Они же в течение сколько месяцев мы не видели ни отца, ни сестры. Они в другом вагоне. Умирали ли люди в вагоне, в котором вы ехали? Помогать? Умирали ли люди Умирали, в вагоне? умирали, Прям в да. вагоне? Каждый день покойников это вытаскивали, да. На станциях? На станциях, да. Или во время пути тоже? Да. И во время до станции даже не доходили. Прям с поезда, с вагона выбрасывали на поле. Что вы помните о дороге и о прибытии? Сколько дней вы были в дороге? Около месяца Около до месяца. Узбекистана доехали. Помните ли вы даты, когда вы выехали и когда приехали в места ссылки? Вот, когда мы ехали с Крыма 18 мая, приехали дату, я помню уже, вот тутовник поспевала, абрикосы, вот это. Ну, где-то в июле, наверное, уже. Да, это было, помню я. Куда вас в итоге привезли? Самаркандская область, станция Джума. Каким образом вас доставили со станции в конечный пункт назначения? Ну, правда, конечно, пункт нас всех возили с вагона в Самарканде, нет, Джуме, а потом водили в баню, общий комбойном, это там уже, ну, опять же, как арестованных ведут, как заключенных, кто опять крик, кто шум, все это было баню водили. Потом в бане давали черное мыло. Тогда ни полотенца нету, ни одежды, ничего нету. У кого была запасная одежда, одевались, а некоторых завшивались, одевали вшивыми одежками опять. И куда ведут, мы не знаем. Потом приехали узбеки на тележка, везли нас опять куда-то, какие-то сараи, неухоженные, никаких условий нету. Там жили скот, опять же, где скоты, вот ихние, видать, они убрали скот куда-то, а в это самые какие-то шалашки, или как их называется, какие-то избушки, туда везли. Нас 5 человек
Мы там ночевали, плакали, еды нету, воды нету. А потом стало уже холода, печки нету топить. А потом отец спокойно нас уже в Джуме, станция Джума, ну, каким-то путем, по каким-то адресам зашел, нашел нас, с Урала приехал, посмотрел, мы каким состоянием. Тогда умер наш братишка, которому было, Рифатик наш, которому было 3 годика. Он тогда умер. А потом отец сказал, я поеду, привезу сестр, братьев, вы никуда не ходите. Он оставил нам деньги. Мне старшей сестре было тогда 15 лет. Вот Сальге, вот это, Сальге. Ага. А каким было отношение местных властей и населения к крымским татарам? Ужасно было. Очень-очень, как надо, относились к нам, как по-зверски. Издевались, избивали нас. И говорили, продажники приехали, звери. Они сказали своим детям или семьям, не выходите, приехали из Крыма. Это такие люди, которые убивают, воруют. Ну, всякие оскорбления. Мы очень терпели. Пришлось нам много терпеть, издеваться. Работы не было. Опишите, пожалуйста, первые месяцы вашего пребывания и обустройства в местах ссылки. Ну, устройство нас, конечно, не устроили. Приезжали узбеки на тележке, забирали, куда шалаше, где в сарае, где скотина держали. Вот в таких условиях. У нас уважения, внимания никакой не было, только издевались. Когда и куда вернулись в Крым? Мы в Крым вернулись в 91 году. Симферополь, там Симферополь, как называется это тогда, дорожная какая-то улица, мы жили в вагончике. Без условия тоже была. Ну вот, дедушка выступал на работу, поступил в ПМК уже в 94 году, только получил жилье, и стали тогда, в общем, более-менее. Конечно, газа не было, воды не было тогда, воды привезной было, газ баллоном мы пользовались. О чем вы мечтали до депортации? Кем хотели быть? Да, только мы мечтали о своей родине. День и ночь плакали люди. Нам не надо ничего абсолютно, ни богатства, ничего. Верните нас только в свою родину. А вот до депортации вы о чем мечтали? Кем хотели быть? Каким остался Крым в ваших воспоминаниях? Она постоянно, у каждого, мне кажется, не то, что у детей, у взрослых, в только душе и сердце, только думали о Крыме, о родине, о своих обычаях, своей культуре. Мечта у нас была очень много. Мы в Узбекистане, даже поступая куда-то, нас не зачисливали никогда. А крымские татары там были вообще за людей, не считали их. Каким вы представляли свое будущее? Что для вас означал Крым? Ну, это же все-таки родина. Умирать в своей родине, поступать в своей родине по-человечески. Мы приехали к Крыму, конечно, тяжелая жизнь была. Мы там ничего не требовали такого. Когда мы приезжали, здесь прописки не было. Тоже очень мучительно было. Мучительно. Никому дела до нас не было. Абсолютно. Ни меджлису, никому мы не нужны были. Мы приехали, собственно, по своим желаниям. Никто нас там здесь не ждал тоже. Никто нас не принуждал. Опять же, мы сами поднялись своими силами, своим трудом, своей мечтой. Только мы думали о своей Крыме. А вы можете, пожалуйста, рассказать или спеть песню какую-нибудь, которую вы запомнили из детства? Может быть, сказку, легенду или пословицу? Нет, пословица тогда «Аталар созы», тогда я маленькая была, мы в школу туда не ходили, я не запомню, конечно.
Когда мы сюда, когда мы приехали в Узбекистан, тогда все пели песню, вот это Крым. Но это было запрещенное. И не знаю, по какой-то статье запрещали. Мы даже когда приехали в Узбекистан, у нас комендантский час была. Тоже никуда не пускали. Ежемесячный ходили на подпись. Наши нации, татары и женщины в основном, были дружны, конечно, между собой. Они песни пели крымские. Это как Қырымда Қырым деп айталар, Қырымда татар қалмады. Biz Kırım'dan çıkan son, taş topraklar ağladı. Biz Kırım'dan çıkan son, taş topraklar ağladı. Sağlık mağal güzel Kırım, biz gidermiz uzakka. Umutumuz var inşallah, dağa kaytıp gelirmiz. Umutumuz var inşallah, dağa kaytıp gelirmiz.